предыдущих обзорах материнских плат на чипсете Intel Z890 мы упоминали обычную, не QDIM память со скоростью 7200. В этом же видео мы попытаемся восполнить пробел и рассмотрим высокоскоростную оперативную память G.Skill Trident Z5 в исполнении CK QDIM DDR5 с частотой 8800 и объемом 2 по 24 гигабайта. А также сравним ее с обычной DDR5 G.Skill Trident Z5 6400 в режиме 7200 и объемом 2 по 48 гигабайт. На момент записи ролика ее цена на площадке Amazon была $320. Память поставляется в обычной для G.Skill небольшой черной коробке с качественной полиграфией. В комплекте идет наклейка на корпус и тряпочка для протирки. Выглядит очень прилично. Память выполнена в черном цвете, теплорассеиватель из достаточно толстого металла и снаружи глянцевый. Область RGB подсветки матово-белая, но по красоте или вау-эффекту проигрывает не QDIM оппоненту. Тесты мы пытались проводить на процессоре Intel Core Ultra 7 265K и материнской плате Asus Strix Z890i, но вмешались обстоятельства. В этом месте должно было быть долгое и нудное перечисление тестов и результатов, но мы перейдем сразу к итогам. Оперативная память G.Skill QDIM 8800 показала себя капризной и нестабильной для обычного пользователя. Простого plug-and-play не получилось. Пришлось полностью сбрасывать настройки BIOS к дефолтным, многократно перегружаться и потихоньку наращивать рабочую частоту от 6400, потом к 8000, 8400 и наконец к расчетной 8800. При запуске тестов Windows и приложения как минимум один раз вылетали, и только после повторной перезагрузки вроде было подобие какой-то стабильности. Но самое неприятное, что после всех этих манипуляций система так и не показала роста производительности, который можно однозначно ассоциировать с привнесением в систему настолько, казалось бы, быстрой памяти. Так, тест PCMark 10 прерывался посередине секвенции. Завершить его удачно так и не удалось. Тесты Puget Bench всегда прерывались вылетом приложения при первом же запуске. Тест памяти в стандартном профиле XMP в AIDA 64, даже без тонких настроек памяти, показал удручающие результаты. По сравнению с легко разогнанным старым комплектом на 7200, вариант QDIM 8800 показал очень слабый прирост. Тест Geekbench вылетал через минуту после запуска. Завершить его успешно так и не удалось. После этих заминок пытаться запустить Blender или Cinebench уже не было никакого желания. Какую рекомендацию я могу дать после всего вышеперечисленного? Стоит ли вообще покупать высокоскоростную QDIM память? Мой ответ сейчас, очевидно, нет. Если вы надеетесь поменять старые медленные модули на новые и быстрые, приготовьтесь к долгой изнурительной настройке. Просто очистить CMOS и загрузить подходящий XMP профиль не получится. Вернее, профиль-то загрузится, но стартанет ли компьютер – тот еще вопрос. То есть быстрого и предсказуемого результата ожидать не стоит. Но я бы не хотел окончательно списывать со счетов данный комплект памяти и все другие подобные. Возможно, требуется особая сноровка, знания и время, которых, к сожалению, у меня не было. Если у вас все перечисленное имеется, то попытайтесь. Возможно, вам повезет больше, чем мне. Мы же пока остаемся на старой и доброй предсказуемой Trident Z Royal с нормальным объемом, приемлемой частотой и, как показала практика, надежной работой.